Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео уделим внимание зеркалу и поговорим о том, как с помощью одной практики вы можете избавиться от любого зла, вы можете вернуть весь тот негатив, который отправляют ваши враги, ваши недоброжелатели, обратно. Очень простые практики, но они очень важны, которые помогут вам в жизни. Поэтому, друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет очень много полезной, важной и нужной информации. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезной и важна. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Вы знаете, в наше с вами время нет ни единого дома, в котором не было бы зеркал. Сейчас это обязательный элемент интерьера, который придает дому особый шарм, и с его помощью можно расширить визуально любое помещение и комнату. Ведь использование зеркала в повседневной жизни это не только удобно, ведь в нем человек видит, как выглядит, может любоваться собой, испытывая при этом положительные эмоции, но и с помощью зеркал можно сделать дом более уютным, а также притягивать потоки светлых и нужных энергий для определенного жилья. Главное правильно использовать зеркала, придерживаясь при этом всех правил. Зеркало – это магический предмет, о сильных свойствах которого известно на протяжении многих лет. Некоторые используют его себе во благо, получая в свою жизнь с его помощью то, что им требуется, а некоторые боятся находиться перед ним больше, чем несколько минут, чем допускают ошибку, так как зеркало, ощущая их страх, не только приумножает его, чем оказывает на таких людей неприятное влияние, но и таким образом ослабевает их энергетическое поле, а значит они могут забирать на себя весь негатив, который зеркало впитало со стороны. Если кто-то пришел и посмотрел в него с негативными эмоциями, душевными переживаниями или сделал это целенаправленно, то, принеся в дом зависть и негативные пожелания во вред семье, которая в данном доме живет. Зеркало – это особый энергетический атрибут, который способен притягивать как потоки положительных энергий, так и потоки негативных энергий, окруженные магическими свойствами с огромным количеством возможностей. Разместив зеркала в доме правильно, можно с их помощью контролировать потоки, которые в них попадают, а значит не пропускать негатив, который способен разрушить энергетику жилья. Это очень простые знания, но они способны значительно облегчить жизнь каждого человека. Так, например, ни в коем случае нельзя размещать зеркало напротив входной двери, так как оно будет мешать хорошим энергиям передвигаться по дому с легкостью. А вот негатив, который попытается пройти через входную дверь, очень быстро притянет. По правилам, зеркало должно быть размещено так, чтобы в нем не отражалась входная дверь, и лучше, если оно будет размещено на одной стене с входной дверью. Когда вы будете его размещать, нужно будет проговаривать обязательно такие слова. Энергии положительные только в дом этот входите, остальным не место в нем. Если кто-то негатив принесет, зеркало данному человеку его и вернет. Так, зеркало не только будет помогать защищать ваш дом от негатива, но не позволять людям приносить плохие помыслы в ваше жилье. Не должна в зеркале отображаться и ваша кровать, так как это принесет неприятные события в вашу личную жизнь, разрушит отношения со второй половинкой, внесет в них недопонимание и скрытность, может привлечь измены. Также во время сна вы будете видеть кошмары, зеркало будет впитывать данный негатив, приумножать его и затем не только распространять его по вашему дому, но и возвращать вам во время сна, когда ваше энергетическое поле становится самым слабым, что притянет в вашу жизнь различные болезни, особенно проблемы с давлением, а также с суставами. Если вы разместите зеркало в своем доме так, что в нем будет отображаться угол, то таким действием вы привлечете в дом злую сущность из потустороннего мира, которая окажет очень негативное влияние на всех членов семьи. Осознав, где у кого слабое место, она обязательно этим воспользуется, и ее влияние способно даже разрушить жизнь.
Никогда не забывайте, что зеркало – это не просто атрибут в доме, а особый энергетический инструмент, которым нужно уметь пользоваться, так как он связан тонкой нитью различными энергиями, а также с тем, что до сих пор остается неизведанным полностью. Поэтому постоянно придерживайтесь правил обращения с зеркалом, изучайте то, что вы не знаете, и обдумывайте свои шаги, связанные с зеркалом, чтобы не пришлось жалеть о последствиях и о том, что оно негативно на вас повлияло в тот момент, когда вы совсем этого не ждали и не были к такому готовы. Бывает такое, что жизнь шла своим чередом, радостные события меняли, не очень приятные, но подолгу не задерживались в жизни. Поэтому вам не приходилось огорчаться, но в один день все пошло не так, неприятности затянулись, и вместо того, чтобы начать убывать, они наоборот все больше и больше приумножались, что не только огорчает, но и не позволяет контролировать ежедневные события. Человек, попавший в такую ситуацию, сбивается с пути, тратит много сил и энергии на то, чтобы восстановить все, как было ранее. Но это не всегда с легкостью получается. Ослабевает биополе, начинает притягиваться негатив, а вместе с ним и другие различные беды и неприятности, которые могут затронуть даже ту сферу жизни, о которой никто бы и не подумал, и в которой никогда не было никаких проблем. Тогда человек впадает в депрессию, перестает сопротивляться тому, что с ним происходит, и жизнь в результате переворачивается с ног на голову. Если у вас такое происходит, вам срочно нужно провести ритуал с помощью зеркала, о котором я вам сегодня расскажу. К нему нужно подготовиться все-таки заранее. Подготовка должна длиться 3 дня. В это время вы не должны произносить ни одного слова, которое выскажет вашу в чем-то неуверенность. Вы ни в коем случае не должны сквернословить, врать, желать кому-то зла. Вы не должны вступать ни в какие конфликты, думать только о хорошем, мечтать и впускать в сердце любовь. Также вы не должны подвергаться плохим привычкам. Если курите, значит на протяжении 3 дней вы не должны этого делать. Не должны принимать и алкоголь. На протяжении этого периода времени не носите темные вещи, особенно черные, темно-синие, темно-серые и темно-коричневые. Вам нужно надевать только светлые вещи, так как такие цвета способны притягивать хорошие энергии и приумножать те, что у вас уже имеются. На вещах не должно быть дырок, потертостей, или же они не должны быть зашитыми. Обувь не должна быть рваной. Уделите этому особое внимание, так как на протяжении 3 дней вы должны сделать все максимально для того, чтобы не приумножить негатив, который вошел в вашу жизнь. Когда придет время проводить ритуал, вам нужно снять с себя все украшения, так как такие предметы имеют способность притягивать энергии, которые имеют большую силу. Во время ритуала ваши мысли должны быть чистыми, вы не должны ни на что отвлекаться, поэтому или подберите момент, когда будете дома одни, или попросите родных посидеть в какой-то комнате, чтобы не мешать вам. Для ритуала вам понадобится любое зеркало в вашем доме, не подойдет только зеркало в ванной комнате. Далее соляной раствор, кусочек ватки или спонж белой салфетки, а также 2 свечи такого же цвета и любая помада. Еще вам понадобится кусочек белой ткани, который сможет закрыть зеркало, и 3 веточки лаванды. Нет, 3 веточки лаванды, возьмите 3 веточки лаврового листа. Первым делом по обе стороны от зеркала разместите по свече, подожгите их, а когда будете это делать, от души попросите огонь притянуть к вам помощь, сильные энергии, которые смогут помочь вам избавиться от негатива, который пришел в вашу жизнь. Следующим этапом оботрите зеркало соляным раствором, после чего насухо вытрите его приготовленными салфетками, проговаривая такие слова: «Зеркало очищаю, к нему за помощью обращаюсь». После того, как очистите его, салфетки выбросите, а воду вылейте. Затем возьмите помаду и в каждом углу зеркала нарисуйте крестик. Если у вас зеркало круглое, значит нарисуйте 1 крестик, но только по центру. Когда будете рисовать, обязательно скажите такие слова: «Этот крест мне помогает, от зла, которое пришло, защищает, связь с ним разрывает и вред приносить ему больше не позволяет». Когда закончите каждый из крестика, возьмите в круг и при этом скажите следующие слова:
Дом мой беды и печали больше не посещают. Я все, что из него изгоняю, круг рисую и светлой энергией в беспрерывное движение запускаю, чтобы счастье и удача дом не покидали, а всегда его впредь наполняли. Когда закончите, сразу подожгите приготовленные веточки лаванды. Сделайте ними 3 круга по часовой стрелке вокруг зеркала и на каждый круг проговаривайте такие слова. Первый круг говорите: первый круг от зла оберегает дом и те, кто в нем. Второй круг скажите: от негатива ограждает, его больше в дом никогда не пропускает. Третий круг: светлые энергии будут зеркалом привлекаться, и с его помощью все это будет приумножаться. Когда закончите, веточки затушите, затем свечи накройте зеркало тканью, так оно должно находиться 3 часа. После чего ткань снимите, а то, что нарисована помадой, не трогайте на протяжении 7 дней. После чего вытрите. Влияние ритуала вы ощутите достаточно быстро, ваша жизнь вернется в прежнее русло, а много приятных и радостных событий начнет в ней происходить. От негативных событий не останется и следа. Это сильный защитный ритуал, которого хватит на год. Вам не придется ни о чем больше переживать, но через год, чтобы быть под сильной защитой далее, проведите его вновь. Порой на нашу жизнь оказывают влияние люди со стороны, из-за их вмешательства мы можем что-то терять, и очень часто люди завидуют тому, если у кого-то больше денег, чем у них, если финансовое положение стабильное, а проблемы с деньгами не наполняют жизнь. Завистливым людям не хочется думать в том направлении, что, возможно, они сами допустили где-то ошибку, что то, что у них есть денежные проблемы, зависит от того, что они не придерживаются правил и не желают что-то менять. Но им легче причинить вред кому-то другому, нарушить у данного человека привычный уровень жизни, чем они даже не сожалеют. А вот у того, на кого они оказали такое влияние в жизни, начинают происходить неприятные и непредвиденные ситуации, которые заставляют человека нервничать, наполняют жизнь проблемами, которые, возникая, отбирают у него деньги и нарушают связь с денежной энергией. Если у вас все было хорошо, вы много работали, деньги в нужных количествах попадали в вашу жизнь, а в один миг, наоборот, начали от вас уходить, то вам срочно нужно провести ритуал при помощи зеркала, который избавит вас быстро от денежных проблем и наладит вашу взаимосвязь с очень чувствительной и такой особой энергией, как денежная. Для данного ритуала вам понадобится небольшое зеркало. Помада, монета желтого цвета большого номинала, а также 2 свечи желтого цвета и кусочек зеленой ткани, в которую можно будет завернуть ваше зеркало. Оно обязательно должно быть квадратным. Положите зеркальце перед собой, установите возле него 2 свечи, так, чтобы оно их касалось, после чего подожгите их, при этом проговаривайте такие слова: «Все денежные проблемы огонь сожги, из моей жизни их убери». Пусть дом покидают и больше никогда на нас не влияют. Затем положите по центру монету, обрисуйте ее помадой, а затем в кругу, который у вас получится, нарисуйте знак бесконечности. После чего на него сверху вновь разместите монету и при этом скажите такие слова: это зеркало денежную энергию в бесконечном количестве будет привлекать, ней наш дом наполнять, никогда проблем с деньгами не ощутим, а вот новые возможности для себя откроем. Когда скажете эти слова, каждой из свечей вокруг зеркала сделайте круг по часовой стрелке и при этом скажите такие слова: то, что кто-то отобрать еще когда-то пожелает, огонь это предотвратит. Негатив и злые слова данному человеку без замедления возвратит. Когда закончите, свечам дайте полностью догореть, после чего их выкиньте. Зеркальце с монетой заверните в зеленую ткань и спрячьте в таком месте, чтобы кроме вас никто его не трогал. Раз в месяц доставайте его, размещайте по центру стола, а монетой трите ваши сбережения, думая о том, чтобы они приумножались. Благодарите зеркало за помощь словами, которые у вас будут идти от души, и прячьте его туда, где оно было. Помните, это очень сильный ритуал, который не только избавит вас от проблем с деньгами, но и приумножит ваши финансовые сбережения, наполнит ваш дом денежной энергией. Вы никогда не ощутите впредь ее отсутствие. А если кто-то попытается вам навредить, у него ничего из этого не выйдет. Можете быть спокойны, вы под сильной защитой.
Научитесь, пожалуйста, использовать зеркало себе во благо. С его помощью защищайте свой дом, свое энергетическое поле и не позволяйте никому влиять на вас. Есть, вы знаете, много учений, которые вам в этом помогут, но когда вы все это изучите, испробуете, то вы увидите, насколько лучше, прекраснее и разнообразнее станет ваша жизнь. Зеркало обладает неизведанной силой. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Оно способно приумножить все, что в нем отражается, поэтому старайтесь больше улыбаться перед ним, говорить хорошие слова, мечтать, произносить то, что желаете получить с уверенностью. И все это обязательно приумножится, а вы станете счастливее и обязательно богаче. Друзья, вот такой вот важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также услышат об этой важной и ценной информации. Сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже в следующем видео.